Монтаж натяжных потолков начинаем, конечно же, с разметки. При помощи лазерного построителя переношу границы белого прямоугольника на потолок. Перед монтажом обязательно закрываем полы арголитом. Он здесь был на протяжении всего ремонта, снял лишь ненадолго для обзора и разметки. Сейчас укладываю обратно. Собираем светильник. Это будет аналогичный прямоугольник, только уже на потолке и в виде встраиваемого линейного светильника. После сборки переходим к монтажу. Начинаем с установки направляющего багета для полотна. Собираем конструкцию, в которую будет монтироваться модуль, и выводим ее в один уровень с багетом. Сначала внешнюю часть. Затем монтируем внутреннюю часть конструкции, при этом держим одинаковое расстояние между направляющими. Теперь монтируем модуль линейного освещения. Далее тянем полотно. Процесс не стал снимать, немножко не до этого было. Как показала практика, натяжной потолок — это наиболее идеальный вариант для ванных комнат. Установка светодиодной ленты — это завершающий этап. Кто бы мог подумать, черный потолок, но согласитесь, как же круто смотрится. Сделали бы обычный белый, вообще бы вся красота потерялась. О чем я, собственно, всегда говорю: не бойтесь смелых решений, экспериментируйте. Здесь светильник еще имеет раму, так как это старая серия и сегодня снята с производства. Но на смену им пришли безрамочные модули, и, поверьте, смотрятся они гораздо круче. К светильникам прилагается пульт управления, с помощью которого можно регулировать яркость света. Насколько мне известно, сегодня это уже можно делать в смартфоне через приложение. Включение-выключение осуществляется сенсорным двухканальным дистанционным выключателем Делюма. Также отечественный производитель, как ни странно. В данном проекте это уже 4-й производитель, и все как один хороши. Глядишь, и моя надменность к отечественному производителю незаметно угаснет. Рассказывал вам в предыдущих сериях об этих выключателях. Главная фишка в том, что их можно установить в любом удобном месте без штроп и проводов. В гостевом санузле также оригинальная моделька. Имеет регулировку угла света, стильный дизайн. Из минусов для себя выделил только габариты. Высота достаточно большая, и по сути она задает уровень высоты потолков. Если потолки 3 метра, то и хрен бы с ним. Но когда 2,60 и приходится опускать еще на 10 сантиметров из-за светильников. Но если готовы пожертвовать 10 сантиметрами ради дизайна, не вопрос, наверное. С потолками закончили.
Почти финал. Осталось собрать и установить мебель, сантехнику, навесить фурнитуру, душевое ограждение и кое-что еще по мелочам. Этим я сейчас и займусь. Начну со сборки мебели. Первым делом торцую заготовки под углом 45 градусов. После запилов собираю коробку и врезаю петли для дверки. Для устройства ревизионного люка мне была предоставлена непосредственно дверка и обычная рейка, из которой я сейчас сделаю коробку. Никаких чопиков или другой системы крепления не предусмотрено, поэтому скручиваю саморезами. Самый быстрый и доступный способ. Да больше здесь и не нужно, потому как коробка будет крепиться к каркасу, мне главное углы свести. В общем, смотрите, дальше сами все поймете. Посадочные места под петли были изготовлены на производстве, хоть с этим возни поменьше, но все же пришлось слегка подкорректировать. Теперь устанавливаем коробку на место. Коробку выставляю за подлицо с плиткой, без накладок. Дверка также будет по краю коробки. Для четкого примыкания мне необходимо было заранее идеально подогнать плитку. Это было предусмотрено еще в самом начале укладки плитки. Навешиваем дверку. Как вы уже поняли, вместо скрытого люка здесь будет дверка из МДФ. Да, та самая, про которую рассказывал в прошлых сериях. Заказчик решил использовать это место для хранения туалетных принадлежностей, и я не могу с этим не согласиться. Было бы глупо оставить эту нишу пустой. Бытовая химия и средства личной гигиены используются достаточно часто, и для этого мне нужно было организовать быстрый и легкий доступ, который также может понадобиться ребенку. Завершив установку дверки, перехожу к сборке шкафов. Большой шкаф предусмотрен для хранения белья и будет установлен в ванной над стиральной машинкой. Тут же собираю второй шкаф для установки над раковиной в основном санузле. Ничего особенного, стандартные действия. Скручиваю между собой готовые детали, пробиваю тыльную сторону арголитом и навешиваю петли. Теперь переходим к сборке рамы для зеркала. При изготовлении заказа возникли сложности.
Всего рассказывать не буду, но сделали нам их только с 3-го раза, и то с косяками. Главный косяк в том, что не было продумано, как соединять эту раму. Даже элементарных отверстий для чопиков не сделали. Я не мебельщик, и нужного оборудования для этого нет. Можно, конечно, было заморочиться, но времени в обрез. На календаре последние дни декабря, а мне принципиально нужно было сдать объект до Нового года. Как решили этот вопрос? Фрезернули четверти и соединили монтажной шиной за подлицо с рамой. В раме также было сделано 2 выборки. Первая для зеркала, а вторая для арголита. Первую четверть проклеиваем черной лентой, чтобы исключить отражение древесины. Далее вклеиваем зеркало. Все металлические крепежные элементы закрываю ПВХ-скотчем. Теперь зашиваем арголитом, и зеркало готово. Общие габариты и ширина самой рамы соответствуют размерам белого прямоугольника на полу и в потолке ванной комнаты. Я не стал сразу навешивать мебель в ванной комнате, так как перед ее монтажом необходимо было установить стиральную машину и раковину. Эти предметы задают высоту расположения шкафов, поэтому я отложил их на потом. А сейчас вернемся в гостевой санузел и доведем его до логического завершения. Начну с установки вытяжки. Вентиляторы были подобраны в цвет плитки, и это правильно, они не должны выделяться на фоне интерьера. После вытяжки устанавливаю унитаз. Чашу унитаза выставляю строго по уровню и основательно фиксирую в этом положении к стене. Далее устанавливаю клавишу смыва для унитаза и проверяю функционал. Для инсталляции ТЦ используем родную клавишу TC Square. Отлично вписалась, согласитесь, как будто неотъемлемая составляющая интерьера. Убедившись в исправности унитаза и отсутствии протечек, можно начинать герметизацию примыкания фаянса с плиткой. Герметик наношу только после предварительной проклейки малярного скотча. Все, осталось установить крышку, но это уже только после высыхания силикона. Ну а пока силикон сохнет, устанавливаем рукомойник. Здесь уже без сквозных креплений и химических анкеров. Стена бетонная, поэтому достаточно качественного нейлонового дюбеля, да и сама раковина очень легкая. В гостевом санузле не нужна большая раковина. Руки помыл и делов, тем более что место в санузле ограничено. В принципе, такой компактный рукомойник изначально закладывался в проект. Закончив с установкой, подключаю раковину к системе водоснабжения и канализации. Так как раковина открытого типа, мне необходимо было организовать максимально эстетичное подключение. Для этого я использовал хромированные угловые краны и сифон. Теперь герметизирую примыкание с плиткой. Силикон вывожу в одну плоскость с раковиной. Края раковины имеют небольшие скругления, и за счет этого на сопряжении с плиткой получается зазор около 2 мм. Вот туда и загоняю силикон. 2 мм достаточно, работать будет. Здесь нужно всего-то ограничить попадание воды за раковину. Я просто терпеть ненавижу грубые силиконовые швы. Это непрактично и не эстетично. Да и не нужны они здесь. Как правило, толстый шов необходим на высокодеформативных основаниях, и здесь явно не тот случай.
Не дожидаясь высыхания силикона, устанавливаю смеситель. Здесь силикон не мешает, а время ограничено. Медлить некогда. Это компактный смеситель серии Tailis от Hansgrohe. На следующий день удаляю скотч и ставлю крышку. Ну и заканчиваем с раковиной. Вот такое аккуратное примыкание получилось, чего я и добивался. Думаю, теперь можно заняться установкой аксессуаров. Такую мелочь сложно выставить по лазеру, поэтому использую маленький пузырьковый уровень. При установке аксессуаров выдерживаю симметрию относительно раковины и раскладки плитки. Держатель туалетной бумаги также вывел по шву. Что ж, с гостевым закончили. Смотрим, что получилось. В шкафу предполагаются еще полочки. Этим заказчик будет заниматься уже самостоятельно после новогодней суеты. Стандартов вместо расположения аксессуаров как таковых нет. При установке ориентируемся исключительно на удобство использования и визуальное восприятие элементов. Что касается расположения клавиши, то его задает только инсталляция. Все, на что вы можете повлиять, это дизайн клавиши, а он здесь заслуживает отдельного внимания. По проекту расположение раковины предполагалось справа от двери, но дизайнер не учел тот момент, что дверь будет открываться справа налево. Понимаете, да? Открываем дверь, и перед нами сразу раковина. Если открывать дверь слева направо, то дверное полотно будет закрывать проход в ванную. Поэтому мы с заказчиком решили расположить раковину на противоположной стороне. От полотенцесушителя отказались. Здесь он ни к чему. На полу под раковиной поставили беспроводной датчик защиты протечки воды «Гидролог». Вряд ли он здесь понадобится, но мы решили перестраховаться, так как расширили мокрую зону. Раньше здесь был коридор. Внутри шкафа под инсталляцией также установлен датчик. Переходим в ванную комнату. Здесь также начинаю с установки вентиляторов. Так как ванная комната — помещение с повышенной влажностью и герметичностью воздухопроницания, то здесь нужна именно принудительная вытяжка. В отличие от естественной вентиляции, которая работает только в холодное время года, принудительная позволяет осуществить вентиляцию круглогодично, вне зависимости от погодных условий. Устанавливать принудительную вентиляцию лучше всего возле источника влаги. При недостаточном вентилировании избыточное количество влаги способствует появлению грибка и плесени. А теперь проверим. Если помните из предыдущих серий, здесь у нас предусмотрен двухканальный выключатель. Один отвечает за свет, второй за вытяжку ванны.
Аналогично монтируем вытяжку в туалетной зоне. Здесь также отдельно предусмотрен одноканальный выключатель делюма. Не обязательно, чтобы вентиляция включалась вместе со светом. В этой зоне вытяжка не всегда нужна, а чтобы не забывать ее включать, установим рядом с унитазом. Всегда под рукой будет. Очень удобно. Так как выключатель беспроводной, то при желании всегда можно будет убрать, либо скорректировать местоположение без засверливания в плитку. Теперь переключаюсь на скрытые смесители. Примыкание с плиткой необходимо загерметизировать, но перед этим нужно обрезать пластик скрытой части, не доводя 2 мм до плитки. Сначала гравером делаю небольшой надрез, а потом дорезаю полотном по металлу, вручную, аккуратно, не спеша. Маленькие неровности дошлифовываю по месту абразивным брусочком. Вот такой аккуратный срез получился. Порядка 2 мм, как и рекомендует производитель. Далее герметизируем примыкание. Готово. Оставляем шов до полного высыхания и переходим на душевую систему. Точно так же отрезаем айбоксы, гравер плюс полотно по металлу. Далее дошлифовываю вручную. Для чего оставлять эти 2 мм? Предполагаю, что производитель дает такую рекомендацию для формирования и удержания силиконового шва. Но если в плитке сделать отверстие чуть больше и заполнить шов силиконом, то можно обойтись и без бортика. Нужно лишь аккуратно обрезать пластик заподлицо с плиткой и при этом не повредить ее. Это не просто, согласен. Так что есть смысл все же оставить бортик. Что касается примыкания стены и айбоксов, то оно было загерметизировано еще когда ванну силиконил. В прошлой серии показывал. Ну а сейчас переходим к установке внутренних элементов управления для душевой системы Hansgrohe iBox Universal. Хочу обратить внимание, элементы управления не поставляются в комплекте с айбоксами. Их необходимо приобретать вместе с термостатом или запорным вентилем. Главное с моделью определиться. Мы остановили выбор на модуле Shower Select Trio Quattro. Сейчас я устанавливаю распределительный запорный элемент, который позволит одним нажатием направить воду в нужный потребитель. Здесь их 3: излив в ванну, съемный душ и стационарный душ. А в этом боксе у нас будет установлен термостатический картридж, проще говоря, смеситель, только без регулировки напора воды. Он будет выше. С установкой никаких проблем замечено не было, все предельно ясно. Главное установить нужной стороной, но там есть обозначение, так что ошибиться сложно. В общем, привычная немецкая, интуитивно понятная инженерия. Знаете, что это за белый элемент, который я сейчас устанавливаю? Это несущая накладка. Она препятствует проникновению воды внутрь скрытого модуля, а также позволит установить декоративную панель.
После установки картриджа ставим декоративную панель. Аккуратно, до щелчка вставляем сердцевину, а панель уже фиксируем на несущей накладке. Обязательно следим, чтобы все было в уровне. Ставлю адаптер рукоятки и заканчиваем с термостатом. Саму рукоятку поставлю после настройки температуры воды. В качестве запорно-регулирующего крана наиболее органично вписался вентиль из коллекции Pura Vida, разумеется, от Hansgrohe. Зачем он здесь? Дело в том, что в модулях Shower Select не предусмотрена регулировка напора воды, так как это может влиять на работу клапанов переключения. Но заказчик не мог согласиться с тем, что отсутствует возможность регулировки напора воды, а хотелось именно модуль Shower Select, чтобы с кнопками. Удобно, ничего не скажешь, но что, если ребенку не нужен большой напор воды? Или, к примеру, для интимной гигиены? В общем, нам обязательно нужно было сделать регулировку напора воды. Собственно, на тот момент у нас других вариантов не было, и мы приняли его на свой страх и риск. Вариант оказался вполне рабочим. Вот уже 4 года, как все работает. Естественно, поставили в известность производителя, и уже спустя какое-то время вопрос был решен. Теперь регулировать напор воды можно на самом шланге. Чуть подробнее нам расскажет эксперт компании Hansgrohe. Что касается ручного душа, возникают вопросы, конечно же. Например, у меня там ребенок, мне его нужно деликатно искупать, нет регулировки напора, соответственно, я переживаю по этому поводу. И мы придумали следующее решение. Это шланг, который приобретается отдельно. Шланг с регулировкой напора. Поворотом вот этого колечка можно ограничить поток на 50%. То есть давление мы можем уменьшить вдвое. И как раз здесь вот смонтирован шланг, который позволяет нам показать, что мы можем на 50% ограничить напор. В данной системе этот шланг на самом деле не нужен, здесь есть собственная регулировка напора. Полное видео из аквадемии Hansgrohe смотрите на моем инстаграм-аккаунте. Вернемся к делу. Свое место занимает панель для переключателя потоков. Небольшие жирные загрязнения аккуратно убираю спиртом. Это, кстати, важный момент. Хром не любит щелочные средства. Лучше всего использовать лимонную кислоту, ну или этиловый спирт. Заранее вымерив глубину, отрезаю и устанавливаю удлинитель излива. А вот и сам излив, также из коллекции Pura Vida. Не скрою, нужно приложить определенные усилия. Излив должен плотно примыкать к стене вместе с отражателем, а для этого само изделие нужно как следует прижать и в то же время снизу зафиксировать винтом к удлинителю. Далее устанавливаем стационарный или, как еще говорят, тропический душ. Сначала ставим удлинители с отражателем. Так же, как и при установке других сантехнических предметов, сохраняем эстетичное примыкание. А вот и сам душ. Ничего экзотического на самом деле. Есть у Hansgrohe и покруче изделия, но они, как правило, для душевых зон. Для ванной данная модель в самый раз. Душ не сильно большой, но чертовски комфортный. Теперь проверим, какая температура у нас тут выставлена. Рекомендуемая 40 градусов, а пирометр нам показывает 38. Может ошибаться на 1-2 градуса, но температура вполне комфортная. Мы решили с заказчиком оставить как есть, без корректировок.
В любом случае температура будет регулироваться индивидуально каждым членом семьи, кому как больше нравится. И вот только теперь ставим на место рукоятку для термостата. Достаем кнопки управления душем. Да, как я и говорил, потребители будут управляться всего одним нажатием. Выбираем наиболее подходящее обозначение для нужного потребителя и устанавливаем в клавиши переключателя потоков. Выступающая кнопка сразу показывает активный источник воды. В неактивном положении кнопки находятся в одной плоскости с панелью, что позволяет легко очистить модуль после принятия душа. Есть еще серия Shower Select Glass в белом или черном стекле. Думаю, они бы в этот интерьер более органично вписались. Белое в цвет плитки, чтобы не выделялось, или наоборот, сконтрастировать черным. В тандеме с клавишей TC Square очень круто бы смотрелось. Увы, но в 2016 году, когда производился ремонт, таких еще не было. Зато сегодня, при желании, заказчик может заменить панели. На мой взгляд, они практичнее, нежели хром. Не так известь видна и убираться легче. Установка душевой стойки со съемной душ-лейкой – это крайний элемент душевой системы. Размечаю и засверливаюсь, но очень аккуратно, внутри стен проложены трубы. Любая ошибка может дорого обойтись. Во избежание попадания влаги под плитку, место установки дюбелей обязательно герметизирую. А для крепления стойки использую только нержавеющие саморезы. Душевую стойку удалось установить строго по краям плиточного шва, как внизу, так и вверху. Честно скажу, просто по размерам совпало. Перед установкой замерял и понял, что можно подогнать под швы. Так и сделал. Финальным штрихом станет установка декоративной части для донного клапана и слива-перелива. Ну и вот так оно, собственно, выглядит в завершенном виде. Теперь пришло время проверить всю эту красоту в действии. Начинаем с верхнего душа. Это у нас потолочный душ Hansgrohe Reyes Select S300, артикул 273-3730. В самом душе есть несколько режимов, которые управляются клавишей в центре лейки. Теперь посмотрим, что из себя представляет душ-лейка. Здесь также режимы управляются кнопкой. Очень удобно, чего не скажешь о механическом переключении. Согласитесь, неудобно это делать мыльными руками. Проверяем излив в ванну. Для включения достаточно простого нажатия кнопки. Я настолько увлекся, что решил сразу наполнить всю ванну. Протестим на всякий случай еще раз слив-перелив. Это, по-моему, третий и последний раз после установки. Далее ванну уже будет тестить заказчик. В общем, все отлично. Здесь закругляемся и переходим к установке стиральной машинки.
Начнем с подключения, вернее с установки элементов, которые необходимы для ее подключения к водоснабжению, канализации и электросети. Помните, из чего изготовлен подиум для стиралки? Правильно, из разных материалов, газоблока и аквапанели. А это значит, что при определенных нагрузках на их примыкании возможно появление трещины. Так вот, чтобы исключить эти нагрузки, под стиральную машинку устанавливаю вот такие антивибрационные подставки. Также подставки исключают появление царапин на черной глянцевой плитке. После установки стиральной машины навешиваем ранее собранный шкаф. Для крепления использую усиленные нейлоновые дюбеля и крюки. Нагрузка будет небольшая, так как шкаф будет использоваться для хранения белья. Теперь переходим к установке полотенцесушителя. И здесь я сталкиваюсь с той же проблемой. Практически все отечественные производители допускают одинаковую ошибку – ставят в комплект дешевые расходники. Неужели на этом можно так сильно сэкономить? Вот посмотрите. Слева штатный эксцентрик, а справа уже такой, как нужно. Видите сами? У штатного маленькое внутреннее сечение, что, несомненно, скажется на функционале изделия. Также эксцентрик имеет тонкую кромку, которая может легко прорезать прокладку и привести к затоплению квартиры. Казалось бы, мелочи, можно и не заморачиваться, но, как видите, это совсем не так. Да, радиатор красивый, но вот такое крохоборство перекрывает положительные стороны бренда. Точно так же заменяю резиновые прокладки на силиконовые. Шестигранник в эксцентрике существенно облегчает его установку. Во-первых, исключается повреждение резьбы, а во-вторых, есть возможность использовать ключ с трещоткой. Очень быстро и удобно получается. При установке эксцентриков обязательно контролируем горизонталь. После эксцентриков монтируем угловые запорно-регулирующие краны для полотенцесушителя. Здесь также строго соблюдаем уровень. Далее насверливаем отверстия, ставим дюбеля с крепежными элементами и навешиваем полотенцесушитель. Если выбирать между водяным и электрическим, то я бы остановился все-таки на последнем, но не потому, что краны отгнивают. В электрокоррозию и разрушающий состав воды слабо верю. Дело в другом. Вода должна постоянно циркулировать. Если краны закрыты, то внутри них, в тупиковом участке, собирается шлам и ржавчина со стояков, которая, собственно, и разрушает металл изнутри. В общем, если ремонт долгострой или вы просто пока не планируете этим заниматься, но на стояках врезки к кранам уже сделаны, лучше их закольцевать до момента установки полотенцесушителя. Сделать это можно чем угодно, лишь бы вода циркулировала. Не просто так говорю, сам прошел через это. Почему электрический? Потому что можно поставить куда душа пожелает, хоть на потолок, и будет работать, чего не скажешь об водяном.
Чтобы он хорошо работал, нужно устанавливать как можно ближе к стояку, чтобы давление хватало прокачать, но не всегда такое расположение совпадает с дизайн-проектом, или бывает, когда технически невозможно это сделать. Итак, полотенцесушитель установлен. Теперь запускаем его. Сначала открываем краны на стояке горячего водоснабжения, затем открываем угловые краны на полотенцесушителе. Водичку в радиатор залили, теперь нужно стравить воздух. Он может препятствовать обогреву радиатора. Для этого вверху предусмотрены краны Маевского. Полотенцесушитель достаточно далеко отступает от стены, сантиметров на 13, по-моему, в самой верхней точке, то есть на угловых кранах. Так вот, при проектировании мебели мы учли этот момент и сделали сбоку от дверки вставку шириной чуть более 13 сантиметров. Таким образом, дверка не задевает полотенцесушитель даже при резком открытии, а значит, в будущем не повредится ни дверка, ни сам полотенцесушитель. Мебель изготавливалась под заказ. Справа от полотенцесушителя у нас распашной ревизионный люк. Как видите, он также ничего не задевает. В аккурат ложится по стене рядом с полотенчиком. Теперь проверим теплопотери полотенцесушителя. Для начала замеряем температуру источника тепла в вводной кран стояка. Здесь видим около 42 градусов. Измеряем температуру полотенцесушителя. На хромированной поверхности показания могут искажаться, поэтому в местах замера наклеиваю малярный скотч. Здесь можно вывести среднее значение 38 градусов. Теплопотерь практически нет. Эти 2 градуса ни о чем. Интереса ради я решил еще проверить температуру радиатора в комнате. Здесь нам показывает около 40 градусов, то есть везде примерно в одном диапазоне. Хочу обратить внимание, что это относительные показатели для наглядного сравнения. Если замерять температуру внутри теплоносителя, то наверняка будет выше. А дальше я буду думать, как сделать беспроводной датчик протечки воды в сантехнической нише доступным. Вы видели, сколько резьбовых соединений в техническом шкафу? Нет, я уверен в качестве соединения. Но если в проекте используется система защиты протечки, то почему бы не установить датчик в шкафу? Логично же. Но так как датчики беспроводные, нужно придумать, как его туда опустить и обратно достать в случае необходимости. Использовал то, что было под рукой. Нашел вот такую штуку для крепления нейлоновой стяжки и на эпоксидку приклеил к корпусу датчика. Привязываю к ней капроновую нитку и готово. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Затем коннектим датчик с блоком управления и опускаем на пол технического короба. Шнурок просто привязываю к водопроводной трубе инсталляции. Теперь квартира заказчика и соседей снизу под надежной защитой системы гидролок. Единственное, от чего мы не защищены, так это от потопа сверху. Тут уже посложнее, но варианты есть. Как-нибудь расскажу в следующий раз. Для подсветки в нише использовали вот такой аккумуляторный светодиодный фонарик с датчиком движения.
То есть люк открыли, и свет автоматически включился. По правде говоря, в ванной света достаточно, и при открытой дверке люка все замечательно видно. По сути, это баловство. Считаю, что если делать там такую подсветку, то какую-то стационарную на светодиодах. Я не планировал там ничего, заказчик в конце ремонта предложил эту игрушку. Ну и ладно, хочется, пусть будет. На следующем объекте сделаю целенаправленно что-нибудь посерьезнее. Теперь переходим к установке унитаза. Первым делом размечаем и отрезаем трубу канализации и слива воды. Затем устанавливаем трубу, но перед этим обязательно ставим звукоизоляционную прокладку для унитаза. Далее навешиваю унитаз и эксцентриками регулирую уровень. Фаянсов идеальных нет, хоть раковина, хоть унитаз без разницы, поэтому уровень ставлю только по ободку унитаза. Не люблю вот эти крепления. Они не позволяют нормально притянуть фаянс к основанию через звукоизоляционную подложку. Неудобные в монтаже, да и в целом как-то не внушают доверия. То ли дело гайка с шайбой. В этот раз мне повезло. Такой вариант предусмотрен, и штатные крепления отправляются в топку. Но так бывает не всегда. Я бы рекомендовал своим заказчикам при выборе фаянсов обращать внимание на этот момент. Как-то не ставил себе цели запоминать бренды, у которых такой вариант предусмотрен. Переходим к установке клавиши смыва. Снимаю временную защиту и наполняю смывной бак водой. Первым делом хочу проверить слив. Все отлично. Теперь устанавливаю монтажную рамку и толкатели для клавиш. Что дальше? А дальше свое место занимает клавиша TC Square, творение современной инженерной и дизайнерской мысли. Эта красота в сочетании черного стекла и хрома как ничто лучше подчеркивает характер всего интерьера. Выдержанный стиль, строгие линии, минимализм. Казалось бы, какая-то маленькая деталь, но насколько хорошо дополняет интерьер. После установки унитаза аккуратно обрезаем подложку. А сейчас я займусь герметизацией примыкания унитаза с плиткой. Зачем здесь силикон? Честно? Я вижу его здесь только как декоративный элемент, который позволяет закрыть звукоизоляционную подложку на примыкании со стеной. Никакой влаги там не будет. Откуда? Вы писаете мимо унитаза или из шланга воду льете, когда убираетесь? Можно обойтись без силикона, если хорошенько прижать прокладку и обрезать под углом внутрь. Тогда ее совсем не видно. Но сделать это можно только притянув гайками фаянс к стене. Это одна из причин, почему я не люблю штатные крепежи. Если герметизации все же не избежать, то лучше это делать предварительно, проклеив скотч. По истечению суток удаляем скотч. Вот так оно сейчас выглядит. А сейчас ставим крышку сиденья. Что касается крышки биде, то мне не очень нравится такое решение, и если бы стояла такая задача, то я бы лучше поставил съемный душ или отдельно стоящий фаянс, при условии, что место позволяет.
Теперь займусь установкой оборудования в зоне раковины. Начну с розеток. Зачищаю провода. Подключаем розетки. Здесь их будет 2 штуки. Фен, электробритва, зарядка для телефона. Да что угодно. Розетка в ванной нужна обязательно. В целях безопасности электроприборы были заземлены отдельным проводом и закоммутированы в коробке уравнивания потенциала. Подошло время установки терморегулятора. В терморегулятор теплого пола интегрирован Wi-Fi модуль, что позволяет управлять температурой прямо с вашего мобильного телефона. Очень удобно. Смотрите, к примеру, утром все разъезжаются на работу, дома никого нет и смысла мотать энергию также нет. Но в спешке вы забыли отключить теплый пол. Исправить эту ситуацию как раз позволит удаленный доступ. Или наоборот. Возвращаясь зимним морозным вечером с работы, вы заранее можете включить обогрев полов, и по приезду дома уже будет комфортная температура. Тема на самом деле прикольная. Думаю, при возможности более предметно обсудим применение умного дома в ванной комнате. Так или иначе, все к этому идет. Далее по плану установка скрытых элементов управления для смесителей Hansgrohe Metris, в частности излив и смешиватель воды. Декоративную часть смесителей установим после навеса шкафов и установки раковины. Во-первых, мешаться не будет, а во-вторых, исключаем механические повреждения. А случиться может что угодно, тот же шкаф при монтаже может сорваться. Монтаж произвожу согласно инструкции, без самодеятельности. Нужно все правильно собрать и чтобы работало как часики. После установки смешивателей ставлю внутрянку для излива. Сантехнический удлинитель – это и есть внутрянка. Точно такой же устанавливали для ванны. Замеряем и укорачиваем до нужных размеров, чтобы внешняя часть встала плотно к плитке. Теперь дело за малым. Уплотняем резьбу льном и вкручиваем удлинители, контролируя глубину посадки. Временно приостанавливаю сборку смесителей и переключаюсь на шкаф. Верх шкафа вывожу в уровень с дверным наличником. Заранее учитываю высоту дверного полотна, ширину коробки, монтажный зазор и ширину наличника, а уже исходя из этих размеров, отмечаю будущую высоту наличника. Затем кидаю лазер и отбиваю места подкрепления, после чего устанавливаются крепежи и навешиваем шкаф. По месту уже корректирую навесами. В итоге симметрию сохранил относительно раскладки плитки, и в использовании удобно. В общем, все отлично.
По вертикали также шкаф к плиточному шву. В принципе, здесь по-другому и быть не могло, так как ширина шкафа соответствует ширине плиты. Да, это тот самый шкаф, который собирал ранее. А сейчас займемся раковиной. Для ее установки приобретаем комплект вот таких крепежей. На самом деле из этого комплекта будут использованы только эксцентрики. Здесь уже предусмотрены сквозные шпильки. Осталось только выставить раковину по уровню и затянуть гайками. Навешиваем раковину и фиксируем гайкой через эксцентрик. Эксцентриком уже регулирую высоту раковины. Как и любая другая керамика, фаянс может иметь погрешности по плоскости, поэтому для установки лучше использовать лазерный луч, но я сделал еще проще. Привязываюсь исключительно к плиточному шву. Плитка-то у нас в идеале, верно? Все, что нужно, это выставить раковину на одинаковое расстояние от шва. Гайки с шайбами закрываю вот такими декоративными заглушками. Понятно, что там снизу никто не увидит, но и пусть. Мы-то с вами видим. Раковина достаточно тяжелая, потому и предусмотрено 4 крепления. Здесь, как и в гостевом санузле, раковина открыта, а значит, мне необходимо оформить эстетичное подключение. Для этого лучше всего использовать хромированные комплектующие. Вне зависимости от того, будет раковина закрыта или открыта. Меня подкупает качество и долговечность. Один раз поставил и забыл. Да, стоит недешево, но обоснованно. Можно купить такой же красивый и в разы дешевле сифон. Только вот прослужит он недолго. По завершению монтажа проверяем слив. Так как смесители еще не установлены, льем из ведра. Перед герметизацией проклеиваю скотч по обе стороны обрабатываемого участка и заполняю его силиконом. Для формирования шва буду использовать резиновый шпатель. Здесь также лучше не скупиться и приобрести качественный шпатель. Одноразовая дешевка быстро лохматится и оставляет на силиконе след. Помните, о чем я вам рассказывал? Шероховатая поверхность – это благоприятная среда для размножения плесени. Для удаления излишков силикона с поверхности и очистки инструмента использую этиловый спирт. По сравнению с растворителями это наиболее щадящее средство. По истечению суток удаляем скотч. Ну, собственно, вот так оно сейчас выглядит. Я вообще не люблю силикон, вы знаете, рассказывал уже, но это вынужденная мера. Теперь переходим к установке смесителей для скрытых модулей Hansgrohe. Ставим сначала накладку, затем рукоятку термостата.
Далее устанавливаем излив, им же и прижимаем накладку к стене. Накладка, отражатель, можно назвать как угодно, сути это не меняет. Излив фиксируем снизу, винтом к удлинителю. Все в точности, как в изливе для ванны. Точно так же собираю второй смеситель, при этом обязательно соблюдаю уровень. Как видите, процесс установки достаточно прост. Есть, конечно, свои нюансы. Например, здесь нет эксцентриков, как у стандартного смесителя, и отцентровать относительно той же плитки будет сложно. Нужно сам модуль корректировать заранее, еще на этапе его установки. Но для этого необходимо точно знать раскладку плитки. Я все прочертил по стенам до миллиметра, поэтому и получил, что хотел. Помните, в прошлых сериях я говорил, что хотел бы подвести край отражателя к плиточному шву? Произведя расчеты, выяснилось, что смесители можно установить по краю шва плитки. Разумеется, такая установка будет наиболее правильной, поэтому сразу же ставлю финальные метки. Вот теперь вы сами видите, для чего это делалось. Опять же весомая мелочь, как и много других в этом помещении. После установки, конечно же, проверяем функционал. Открываем коллектора, а затем и смесители. Работает смеситель достаточно тихо, без раздражающего шума, как это бывает у других дешевых смесителей. Струя воды приятная на ощупь, а при контакте с раковиной не разбрызгивается по сторонам, даже на плоской поверхности. Происходит это благодаря аэратору. Здесь он какой-то особенный. Встроено сразу 3 системы: AirPower, EcoSmart и Quick Clean. AirPower подсасывает воздух, который взбивает воду и обогащает кислородом. Это как раз уменьшает образование брызг и делает воду приятнее. EcoSmart сокращает расход воды до 60%, а соответственно и ваши средства. Кто-кто, а немцы умеют экономить. Quick Clean — это быстрая очистка аэратора от извести за счет встроенной силиконовой вставки. Это смеситель серии Metris, артикул 310-86-30. В Хогарте такой смеситель стоит порядка 32 тысяч рублей, на момент курса 90 рублей за евро. Это рекомендованная розничная цена. При запросе товара цена будет другой. Кстати, Хогарт является прямым дистрибьютором Hansgrohe, поэтому может себе позволить самую конкурентную цену в Москве. Кто хочет здорово сэкономить, рекомендую присмотреться. После смесителей устанавливаем аксессуары. Их я также вывожу в уровень плиточного шва. Симметрия соблюдается даже в малозаметных местах. Установка заключается в наборе стандартных действий, которые вы уже не раз сегодня видели. Не думаю, что стоит заострять на этом внимание. Просто наслаждайтесь процессом. Осталось совсем немного. По сути, от финала отделяет всего один шаг – установка душевого ограждения для ванны. Хочется скорее увидеть результат титанического труда, поэтому незамедлительно переходим к его установке. Начинаю, конечно же, с разметки. Размечаю только по факту установки. При сборке подобных конструкций есть велика вероятность промазать. Начинаю с левой створки. Теперь примеряем правую створку. Стекла были изготовлены под заказ по нашим размерам. Все подошло, все супер. Работать со стеклом нужно предельно аккуратно,
Любая неосторожность может привести к неприятным последствиям, и я чуть было не допустил роковую ошибку. Дикая усталость и горящие сроки сказались на моем самочувствии. Представляете, к чему могло привести одно такое неосторожное движение? Немножко неудобно одному, конечно. Стекла широкие и тяжелые, но ничего, я справился. Впредь никакой спешки. От начала и до конца работаю с чувством, с толком и расстановкой. После разметки засверливаемся. Еще перед монтажом встал нелегкий выбор крепежей. Ограждение из сантиметрового каленого стекла достаточно тяжелое, к тому же распахивающая створка широкая, а значит и нагрузка на кронштейны будет немаленькой. Свой выбор остановил на вот таких удлиненных дюбелях. Особая форма и длина дюбеля позволит пройти через плитку с толстым слоем штукатурки и раскрыться только в бетоне. С саморезами также возникли сложности. Длины самореза недостаточно, чтобы раскрыть дюбель. В крепежном магазине нашли похожие, из нержавейки такого же диаметра и нужной длины. Но саморез не полированный. И шляпка толще. Это не даст утопить ее в плоскость с петлей. Вот здесь видим, как садится штатный саморез. А здесь уже видим, насколько выступает приобретенный саморез. Что делаем? Полируем самостоятельно. Мелкий абразив плюс кожа с пастой Гоя в помощь. И вот здесь уже видим результат. До и после обработки. Также видим, что изменилась высота шляпки. Справа до, слева после шлифовки. Пробуем вставить в петлю. Вверху штатный саморез, посередине не обработанный, а внизу уже после обработки. Результат удовлетворительный. Заготавливаем таких 15 штук. Ну а теперь переходим к установке душевого ограждения. Готово. Стекло на месте. Видите, какая здесь широкая распашная створка? Понимаете, какая нагрузка создается при каждом ее открытии? Но дюбеля держат, вот уже 4-й год как. Заеду на объект спустя лет 5, сниму, покажу в Инстаграме, а потом еще через столько же. 5, потому что гарантия у меня на работу от 5 до 10 лет. После установки решил сразу протереть стекла, убрать маркировки с производства. Впрочем, мои объекты всегда сверкают при сдаче. Заключительный штрих в сборке душевого ограждения – установка ручки. И это, пожалуй, самый значимый элемент всего устройства. Посмотрите, как такая маленькая деталь прекрасно дополняет интерьер, как бриллиант на ювелирном украшении. Прекрасное сочетание: черная плитка, стекло, металл, хром, минимализм. Я в восторге. И вот настал момент, ради которого был проделан этот тяжелый труд. Момент, которого я так долго ждал, подавляя физическую усталость и моральное бессилие. А сейчас просто смотрю и захлебываюсь от эмоций. Это сложно объяснить словами, да и понять не каждый сможет. Если только человек, который также болеет своей работой. Сейчас как раз то самое чувство, когда берет гордость за свою работу, и в то же время понимаешь, что можно сделать еще лучше. Но не для всех. Я предпочитаю работать только с теми, кто способен оценить высокое качество. Подешевле и побыстрее. Не ко мне, уверяю вас. Безмерное терпение заказчика и понимание процесса
Только благодаря этому состоялся проект. Еще на берегу мы договорились. Вы создаете все условия и не торопите меня, а я выкладываюсь на все 100%. И вот сейчас вы видите результат обоюдных договоренностей. Как ни прискорбно, но большинство заказчиков далеки от этого. Они уделяют внимание интерьеру и при этом не берут в расчет такие мелочи, как эстетика работ и монтаж инженерных коммуникаций. Почему-то им кажется, что если внутри стен ничего не видно, то можно сделать чем угодно, и желательно подешевле. Часто спрашивают: а сколько стоит? Почем метр плитки? А это уже с материалами? А скидки есть? О чем вы думаете, когда задаете подобные вопросы? По-вашему, мастера картошкой торгуют? Как можно назвать цену без проекта? На кого ориентируетесь? На те недокомпании, которые и смету бесплатно составят, и материал подарят, и скидку оформят, а в завершении попу поцелуют? Подобные предложения заманчивы, но стоит копнуть глубже, и вы сильно разочаруетесь. Да тут особо глубоко копать и не нужно. Просто придите на текущий объект и посмотрите, как они работают в реальности. Посмотрите, какой материал входит в стоимость работ. Но даже если вы соображаете и сами приобретете качественный материал, помните, что в кривых руках он просто превращается в мусор. На дорогую плитку и сантехнику находятся средства, а тот факт, что ее могут испортить, вас уже не смущает. Но где логика? Нет денег на качественный ремонт? Копите. Ни один уважающий себя специалист не будет трудиться за угодную вам сумму. Вы же приглашаете людей создавать уют в вашем доме. О чем вы думаете? Хрен с ним, что потом придется все демонтировать, заплатить за этот демонтаж, за испорченный материал, купить новый материал, оплатить второй раз работу мастера, снять жилье, ведь в этот момент скидка была более важна. Дальше можно не продолжать. Все равно, пока человек сам не пройдет через это, не поймет. Но когда придет осознание, совершенно не факт, что ваша переделка будет кому-то интересна. Просто помните об этом. Если уж речь пошла о стоимости, то хочу сказать следующее. Если вы начинаете разговор «а сколько стоит?», то 90%, что мы с вами ни о чем не договоримся. А скорее всего, вы просто не получите ответ на свой вопрос. Для того, чтобы хотя бы приблизительно оценить, необходимо как минимум ознакомиться с проектом. Для более точной стоимости работ необходимо составить подробную смету на основании проекта, особенностей помещения и отделочных материалов. Ведь не всегда проект является корректным. Как правило, дизайнеры не учитывают технические моменты, и это приходится исправлять самому. Также всегда существует загруженность, и чаще всего большая, поэтому было бы разумным начать разговор со сроков начала работ и местоположения объекта. Начать завтра смогут только фирмы-однодневки, либо маловостребованный специалист. И таких сегодня немало. Ох, как сладко поют педантичность, перфекционизм. Все эти громкие лозунги, надуманные статусы, VIP, отцы, премиум. Уверенному в себе мастеру не нужен хайп, не нужно ничего доказывать. За него скажет его работа. Игра красивых слов, манипуляция заказчиком, не более того. Но речь сегодня не об этом. На примере данного объекта я хочу показать, какого качества можно достичь благодаря вменяемости клиента. Да, в этот раз мне повезло. Я скажу больше. Это один из лучших заказчиков, с которым мне доводилось работать. Мы понимали друг друга с полуслова. Когда ты начинаешь предложение, а заказчик его заканчивает, или наоборот. И от этого диалога мурашки по коже. А сейчас еще несколько слов по реализации проекта и будем заканчивать. Здесь, как видите, уже появилось зеркало. Дождались своего заказа и приклеили на дверки. Стоит признать, зеркала меняют помещение до неузнаваемости.
Зачем здесь два смесителя? В большей степени это тренд, но не исключены такие моменты, когда приходится делить раковину членам семьи. Знакомая ситуация? Лично я узнаю, бывает иногда, а в большой семье чаще. Чем хороши скрытые смесители? Тем, что смеситель не так часто пачкается и не нужно намывать постоянно. Не скапливается вода в зоне смесителя, а саму раковину можно легко протереть. Если вы повредили смеситель или просто морально устарел, его можно заменить на новую модель. Скрытые элементы предусматривают это. Точно так же и раковину всегда можно заменить без демонтажа и установки нового смесителя. В общем, это практично, красиво, современно. То же самое могу сказать и про датчик протечки воды. Цвет, дизайн, удобство, надежность. Никаких проводов, ничего не перегибается, не ломается. Всегда можно убрать и нормально протереть пол. Именно поэтому я отдаю предпочтение гидролок. Сифон, кстати, также можно сделать скрытым. Жалею, что не предложил заказчику такой вариант. Прямоугольные элементы на полу, стене и на потолке – еще одна изюминка этого проекта – 3 условных портала. На стене это зеркало в черной широкой раме. Размеры аналогичны остальным прямоугольникам. На потолке прямоугольник сформирован из широкого линейного светильника. Собственно, его ширина и задала размеры остальным двум элементам. Светодиоды линейного светильника излучают шикарный белый свет с возможностью регулировки яркости. Терпеть ненавижу желтый свет, он наводит тоску. Включение-выключение света осуществляется беспроводными выключателями делюма. Главная фишка в том, что его всегда можно переставить в более удобное место без сверления плитки. Например, нужно выставить на удобную высоту маленькому ребенку, или наоборот, чтобы не баловался светом. С годами ребенок вырос, решили внести изменения в интерьер, затеяли мелкий ремонт, в помещении добавился источник света и так далее. Причин может быть много, но решение одно – без проводов. На полу прямоугольник обозначен белым керамогранитом. Под плиткой смонтирован нагревательный кабель для теплого пола. Сейчас уже все исправно функционирует и скоро порадует своих домочадцев. Очень подкупает возможность управления со смартфона. Это действительно удобно. Работает по сети Wi-Fi через приложение MCS 350. Багов замечено не было, все четко, без задоринки. Что ж, наш ремонт подошел к логическому завершению. Была проделана масса утомительной, а порой нудной, но, черт возьми, любимой работы. Терпение, упорство и труд привели нас к такому результату. Думаю, этот проект я добавлю в копилку одного из вариантов бизнес-класса. Не обязательно, чтобы это был какой-нибудь статусный жилой комплекс. Бизнес или премиум можно сделать и в панельном доме, если заказчик видит целесообразным вливание средств. Да, бизнес от эконом отличает использование отделочных материалов, но одни только материалы не делают проект таковым. Важно, чтобы работа была выполнена соответственно. Сколько я видел испорченных ремонтов с дорогими дизайнерскими эксклюзивными материалами. Зато как звучало пафосно – премиум. Своим клиентам я предоставляю одинаково высокое качество, вне зависимости от типа дома, статуса заказчика или других факторов. По той причине, что сделать хуже, чем я умею, не смогу. Либо делаю, как умею, либо вообще не берусь. И это мой ответ на «почему так дорого?». Да, стоимость моих работ существенно отличается от рыночных цен, как и само качество исполнения работ. Да, это не эконом.
Да я бы сам за такие деньги. Это показуха. Сколько таких комментариев было под видео Строгино? Уважаемые, да я всегда так работал, с первых дней. Я учился работать настолько качественно, насколько это возможно. И чаще всего себе в убыток, так как моя дотошность отнимала массу времени, и доход не покрывал вложений. Собственно, и сейчас это немало времени отнимает. Прежде чем кому-то писать, я бы задался вопросом, что я сделал для того, чтобы заработать больше? Остался ли ты лишний час на работе, чтобы сделать чуточку лучше, чем в прошлый раз? Уделяешь ли ты должное внимание технологическому процессу, эстетике? Любишь ли ты вообще свою работу? Если вы думаете только о деньгах, вы никогда их не заработаете. Работа должна приносить удовольствие. В идеале, если она превращается в хобби. Хобби, которое приносит прибыль. Именно с такой мыслью я и начинал работать. Я бы мог рассказать об этом намного больше, и мне есть что рассказать. Но уже не сегодня. На этом и закончим. Теперь про ремонт ванной вы знаете все, и даже чуточку больше. Или я что-то упустил?